Добрый вечер. Поговорим сегодня о том, что происходит, что нас волнует или не волнует вообще, о том, в каком состоянии мы сейчас пребываем. И, собственно, что можно сделать с этим состоянием, как его можно поменять, надо ли его менять. И поговорим о тех днях, о том времени, которое осталось у нас до Нового года. Куда его потратить? Привет, привет. Да, куда его потратить, на что его потратить, что сейчас самое актуальное Да, добрый вечер, Алена, Марина, Людмила, всех тех, кто присоединяется и все те, кто смотрит нас. Я уже даже боюсь представить, в каком количестве социальных сетей, каналах. Вот, да. Готовьте сразу ваши вопросы, потому что самые интересные эфиры – это те, которые полезны, те, в которых есть ответы на вопросы, правильно? Поэтому для того, чтобы мне вот эту тему максимально раскрыть, а что же нам осталось, да, тут уже даже не полмесяца до Нового года, сколько у нас сегодня, 19 декабря, буквально там 12 дней до Нового года, как их провести максимально с пользой для себя. Да, добрый вечер, Омск, Рыбинск, Новосибирск, Красноярск, все города, которые присоединяются. Рада вас видеть. Почему я заявила сегодня такую тему? Ну, собственно говоря, потому что любая тема – это всегда отклик на то, что происходит с моими клиентами, то, что происходит с моим окружением, то, что происходит с теми, кто рядом со мной, независимо в ранге друзей, коллег, там, партнеров, да. И вот это вот, Даш, привет, вот это вот какое-то немножко такое странное состояние, да, оно трудно объяснимое. У кого-то ощущение, что что-то внутри умирает и уходит навсегда. У кого-то ощущение, что, знаете, как у змеи, да, мы меняем кожу и выходим в какой-то новый мир, в какое-то новое состояние, абсолютно неведомое. У кого-то ощущение полного краха, то есть я не хочу жить, меня все бесит, раздражают, у меня нет смысла и вообще, то есть какой-то тупик, стена. У кого-то поднимаются там, во всей красе вредные привычки. Да, очень странное состояние, соглашусь, Даш. И вот я сейчас про это подробнее расскажу. То, что мне пришло из хроник Акашек, то, что мне пришло из астрологии, нумерологии, из разных источников. То есть я все это проанализировала и решила с вами сегодня поделиться своими выводами и, насколько это возможно, успокоить и помочь вам трансформировать это состояние. Тот самый грандиозный переход, о котором говорили так много времени, переход, 3D, 4D, что это такое? Вообще непонятно, да, добрый вечер. Вот. Но вот сейчас оно и ощутимо. И поставьте, пожалуйста, плюсики сейчас в прямом эфире те, кого беспокоят вот жесткие перепады настроения. От полной безысходности с утра, потом в раздражение, гнев, потом дикая радость, потом желание хвататься зубами за воздух, жажда жизни, невероятная благодарность, из умиротворения опять в какой-то гнев и так далее. Вот у кого происходят эти перепады? Напишите, пожалуйста. Депрессия. Угу. Только депрессия или скачки настроения. И вот если депрессия, то она какая? Депрессия накрывает многих, потому что задача сейчас абсолютно вычистить свое пространство. Даша, ага, вижу. Но вот у меня та же история, и сейчас только о практике по управлению состоянием, только осознанный выход в то, что для меня является ресурсным, спасает, по сути, на все 100%. Я двигаюсь, да. Мы сегодня вот с утра какая-то нервозность, непонятность, скачок давления там или еще что-то, вот что-то внутри такое странное происходило. Ага, вижу, Ален. Я навожу порядок, я собираюсь, такая думаю, все, ну, что нужно делать? Сейчас максимально нужно очищать пространство. Очищая пространство снаружи, мы наводим порядок внутри себя, да. И сейчас, пока убывающая луна у нас будет вплоть до 23 декабря, 21-22 очень сильные дни, я скажу, что в них делать. Но вплоть безысходности, да, скачки, непонятно, что происходит, да. И ключевое и главное, что нужно с этим делать, это просто принимать. О, сейчас у меня вот так. Никуда, ни в коем случае не направлять.
предупредить родных и близких и просто даже не вступать в контакт, в разногласия, выяснение отношений, потому что потом будем жалеть. Вчера буквально на ровном месте там, да, ну, у нас одна машина уехала, а вторую назначили только через 15 минут. Мы в итоге с сыном опаздываем на съемку аж на 40 минут. Ребенок у меня получал урок, и я полностью рассказывала о том, насколько я сама бываю непунктуальной, и как это плохо, и как выходить из чувства вины, стыда, вот как раз депрессии. И уже в такси, помирившись и успокоившись, мы с сыном выясняли 4 этапа выхода из ситуации. Кстати, вы их знаете, нет? 4 этапа. Ну, то есть вот когда вот ты реально, вот косяк, вот просто косяк какой-то совершается. Я ребенка до этого буквально отправляю в магазин и говорю, ты мне позвони, я тебе скажу, что купить. Я просто напрочь забываю включить звук, и мне ребенок звонит, потом уже просто в слезах приходит. Я говорю, сын, прости меня, пожалуйста. То есть сказала, что включу звук на телефоне, буду ждать звонка, и я его не услышала. Я говорю, прости меня, пожалуйста, мой косяк, он, естественно, ничего не купил. Я говорю, все, к тебе вопросов нет. То есть просто признавать, как оно есть, без того, чтобы сваливаться в вину, стыд, сожаление, переживания. Дальше вот эта вот ситуация. Я собираюсь очень быстро. Сын собирается очень медленно. Я взяла его с собой, ну уже про такси я вам уже начала говорить. И вот пока мы его ждем, я говорю, я сейчас злая. Почему? Потому что рассказываю всю цепочку событий о том, как у нас все сложится из-за того, что мы опаздываем. Что я говорю, и по итогу-то, вот мы с тобой должны были закончить съемку для проекта во столько-то, а мы поедем на час позже. Куда? К твоему другу в гости. Так ты у кого время забрал? У себя. Но я говорю, и плюс подвел всю мою команду, да, но не ты подвел, а вот это вот стечение обстоятельств. Я говорю, что можно сделать? Я говорю, для того, чтобы ситуация перестала существовать, нужно сделать выводы, двигаться дальше. Я признаю себя в этой ситуации, я отменяю чувство вины, я забираю ценности, я делаю выводы, ну, уже спокойно, я говорю, и что, и как дальше. Ну, в общем, мы все это проговорили, я говорю, да, сынок, я злюсь, да, у меня поднимается вот все это, да, у меня раздражение. Я понимаю, что в этом есть и часть моей вины, потому что я не поторопила, не объяснила тебе, насколько это важно заранее начать собираться. Это мой косяк в том числе. Вот, поэтому что мы делаем? Мы ведем себя иначе, да. Ну, в общем, разрулили, везде все успели, и на самом деле, как ни странно, как всегда оно бывает, мы приехали вовремя, потому что так как там было представление огромное для детей, то во всем здании ДК было невероятное количество шума, и нам пришлось ждать, пока все зайдут в зал, и начнется представление, чтобы была тишина, только тогда мы сможем делать съемку, да, то есть по итогу, что не делается, все к лучшему. И вот сейчас вот эта текучесть, вот это тотальное доверие тому, как оно складывается, и тотальное внимание в каждый момент того, как оно происходит, почему оно происходит, какие чувства поднимаются, что нам зеркалят все вокруг, да, в первую очередь наши дети. Что это про моего сына, про опоздание? Я вас умоляю, это про меня. Это про меня, про мою жизнь, это про то, с чем вообще прям уже окончательно пора расстаться. Вот, даже не про опоздание, просто задержка такая была, да, ну, в общем, на что нужно посмотреть, и вот этот вот квантовый скачок, или называйте как хотите, он произойдет 21-22 декабря. То есть вот сейчас от мысли до реализации события, от страха до воплощения этого страха в жизнь, времени вообще крайне мало. Вот просто его нет совсем. Понимаете? Поэтому сейчас ключевая главная практика, вот прям наиважнейшая, я еще кучу синонимов приведу, это «думай, о чем думаешь». И жизнь тренирует очень быстро менять состояние, выбирать состояние, признавать все свои чувства, тренировать свой эмоциональный интеллект, да, или познакомиться с ним и так далее. Да, Лена, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто присоединился. Я говорить сегодня буду немного. Я думаю, что сегодня максимально полезный будет эфир тем, что я поотвечаю вам на вопросы, как раз в связи с тем, какое состояние поднимается у вас. Итак, если очень коротко и прям по фактам. Скачки настроения,
Всплывающие страхи как раз те, с которыми пора расстаться. Раздражение, напряжение, то, которое накопилось не за один месяц, не за один год, но которое тоже пора выплеснуть. Поэтому очень много физики, очень много уборки, очень много всех тех практик, которые вы знаете по высвобождению тела от всех блоков. Сейчас не то время, когда нужно ходить по прошлым жизням, искать причины, причины, следствия, последствия. Вот вообще не то время сейчас, когда нужно заниматься глубинными раскопками. Вот все, что поднимается сейчас, оно актуально к тому, что у вас было вот за последний период, за последний там, год, два, там, может быть, 10 лет. Но возможность с этим расстаться сейчас, она самая легкая из всех возможных. Достаточно признать наличие этой проблемы, достаточно поработать со структурой программы или убеждений, если не знаете как, напишите в личку, расскажу. Вообще у нас было достаточное количество вебинаров, да, где я про это рассказывала. Поэтому просто признаем то, что происходит прямо здесь сейчас. Максимально бережно по отношению к родным и близким, потому что колбасит всех, поднимается у всех на ровном месте. И поднимаются самые глубинные страхи, самые глубинные проблемы, самые глубинные переживания, обострение всех заболеваний. У меня, ну, я не знаю, какое количество знакомых сейчас там, с рвотой, поносом, короче, ну, то есть чистка идет еще тотальная. Ротавирус, какие-то вот ангины, повышение температуры. То есть кто как и через что справляется. У меня это вот начались скачки давления, которых вот ну не было в таком количестве, да. И я просто сплю, я просто выдыхаю, я нахожусь минимальное количество в сетях, и я бережно к себе, я просто наблюдаю, что со мной происходит. И знаете, вот если раньше событий на единицу времени было там крайне мало, то сейчас их такое количество, что если это все начать в сети выкладывать, а зачем? А зачем? Концентрация такая, что уже, ну вот мозг такой, я ничего не хочу не видеть, не слышать, не читать, не знать. Вот хочется максимально погрузиться в себя. И это правильно. Если мы говорим там гороскопически, нумерологически, да, всяко разное, и вот просто астрологически, с точки зрения того, что убывающая Луна, и накопилось столько всего, от чего нужно освободиться. Принять, поблагодарить, отпустить, завершить. Очистить пространство, и это очень идеально совпадает с тем, чтобы готовиться просто к Новому году, правильно? То есть мы наводим порядки. Второе. Выписываем все то, что раздражает, и это наши незавершенки. Это наши долги к самим себе, это наши долги перед нашими близкими, это наши долги перед пространством. То есть заниматься наведением порядков и меньше лезть к другим, больше акцентировать внимание, а что происходит со мной и зачем это происходит прямо сейчас. И прямо с самой большой смелостью смотреть во все свои страхи. И прям признавать все свои страхи. Потому что ситуации будут подниматься ровно те, которых вы боитесь. Одиночество, безденежье, там, нищета, я не накопила достаточно денег, а у меня вот пенсия уже там, да. А вдруг мы завтра все умрем. Но вот какие-то такие вот на ровном месте, вот эти вот обострения страхов, переживаний, это тоже сейчас актуально. Потому что пришло время посмотреть в это, поблагодарить. Что, знакомо, да? Угу. Пишите, кому отзывается. Спасибо большое за вашу сигнализацию. Вот. Пришло время посмотреть, отпустить, и время перехода доверия себе, доверия пространству и доверия тому, что происходит вот в секунду. Максимальное погружение в сердце. В состоянии открытого сердца и, знаете, как доверие Богу, опоры на жизнь, все события воспринимаются очень мягко и, ну да, ну есть. Ну вот оно как есть, так есть. Мы живы-здоровы, да. У нас есть что поесть и попить, в то время как треть планеты там, да, походу голодает или как-то вот страдает, или вот, ну, находится в состоянии войны. Выписываем и жгем бумажки, как хотите, Леонид. Тут у каждого свои практики. Я сегодня, ну, дам какие-то свои практики. Если вам это отзывается, можно выписывать и сжечь. Самое главное осознать и понять, что это всего лишь мой страх. Сейчас это актуально, да, в это посмотреть. Хочется сжечь, можно сжечь. То есть, если вам это помогает, вопрос, что вы там будете сжечь? Вот, я же не знаю, поэтому, ну, да, практики на выписывание и сжигание, их просто много, они всякие разные.
И я точно знаю, что если сжечь, но не осознать, то можно такое количество бумаги нажечь, да, то есть лучше поработать с тем, чтобы осознать, как это мне мешает и почему меня до сих пор это цепляет. Вот, поэтому порядок в голове, он наступает тогда, когда у нас тишина. А тишина у нас тогда, когда мы погружаемся в чувства. Объективно, прямо сейчас что-то угрожает, да, нет? Вот прямо сейчас, в эту секунду, что-то угрожает, да, нет? Звук заикается, очень интересно. Где ВКонтакте звук заикается? Вера, где ты смотришь? Все, что сказали про меня, чистка идет. Ага. Нет, если тебе отвечают на твой телефон, это твой аккаунт, твой контакт. Понятно. У меня ничего не заикается. У кого-то еще звук заикается, дорогие мои. Марин, хочется лежать, значит нужно полежать. Только полежать осознанно, без чувства вины. Прям полежать, прям отдохнуть. И прям осознай, я в бессилии или я в жертве. Если я в жертве, то наоборот встать, попрыгать, погулять, подышать свежим воздухом и так далее. А если хороший звук, ну, не знаю, Вер, посмотри, что со связью. Ну, как бы пишут, что хороший звук. Ребят, напишите кто-нибудь еще с разных городов, кто у нас здесь присутствует. Вот, Вера, ты же у нас в Красноярске, да, что со звуком? Вон, в Рыбинске звук хороший. В Омске звук хороший. Вера, поменяй точку. Может, наверное, у тебя что-то это. Угу. Еще раз повторюсь, я в жертве или я в бессилии. Если в бессилии полежать, я сутки спала. Мне пришлось в нашем клубе отменить... Ага, спасибо большое, все отлично слышно. Мне пришлось отменить вебинары. Если вы заметили, на прошлой неделе меня тоже не было. Но у нас был авторский курс «Твой путь», мы вернулись, да, у нас был выездной тренинг, и там было тоже не до вебинаров. То есть нет сил, ресурса, насиловать себя. Зачем? Это никому не нужно. То есть сейчас выдавать что-то в пространство, а тем более в соцсети, я рекомендую только из радости и благодарности. И столько из состояния того, что действительно это будет ценно. Нет сил, молчите. Нет сил, больше фруктов, воды, больше свежего воздуха, тишины и молчания. Вот сейчас, да, идет переход с самых низких вибраций на самые высокие. Вот себе нужно в этом помочь. Искать радость во всем. Постоянно переключать внимание на благодарность. Я в тепле. У меня есть что покушать, у меня есть одежда, мои родные и близкие живы, здоровы, у нас все в порядке, да, и у нас даже впереди какие-то планы и цели есть. Я благодарю за это. То есть постоянно вот выход из депрессии через благодарность, выход из каких-то вот таких гнетущих состояний. А что у меня прямо сейчас? Есть что поесть, есть что попить, я могу подышать и занять более удобное положение. Вот прям возвращаемся. Самый мощнейший инструмент. Если осознанности до этого времени научились, то у вас сейчас на это будет время, да, и делать это постоянно в моменте. Я выбираю думать о том, что происходит со мной прямо сейчас, прямо в эту секунду. Все нормально, да, все отлично слышно. Угу, пожалуйста. Вот, поэтому все практики на осознанность и фокус внимания на том, что за что я могу поблагодарить этот уходящий год. Прям проанализируйте, как вы изменились с января этого года, 22-го. Что в вашей жизни произошло? Скорее всего, спасибо большое, скорее всего, произошло очень много таких событий, через которые вы выросли. Вот я благодарю участниц нашего клуба, Марину там, и всех остальных девчонок, да, которые пишут, что да, было тяжело, да, в этом году было вот крайне непросто, но это такая мощнейшая трансформация, как мы выросли. Поэтому все внимание... Павел Николаевич, тебя приветствую, да? Вот. Да, Павел Николаевич сидит и трудится рядом над тем, чтобы трансляция шла не только ВКонтакте, а еще у нас она идет в Ютубе, Одноклассниках, в Фейсбуке, там, во Фридоме, на Телеграме. Короче, где хотите, там и смотрите. Вот.
Еще раз возвращусь к тому, что анализируем год, подводим итоги. Это самое лучшее, что вы можете для себя сделать прямо сейчас. Благодарить всех событий и всех людей. И чистить пространство. А кому из моей жизни уже пора уйти? А вот с кем мне пора уже перестать общаться? А с кем я, наоборот, хочу общаться? А какое окружение я хочу в свою жизнь вот, внести? Да? Кто из людей вошел в мою жизнь? У меня за полгода очень кардинально поменялось окружение. Кто-то вообще как-то вот прям даже не проявляется. Ну, то есть люди есть, но мы почему-то не общаемся. Но новые люди вошли и усиленно вот со мной, какие-то проекты, какие-то вот... Сочувствую, сочувствую. Но тоже идет чистка в пространстве. Вот, простите, я не знаю, как вас зовут, тот, кто маму похоронил, и вот прям мои соболезнования. Уволились с работы, значит, новая работа, значит, какое-то новое дело просится в вашу жизнь. Ну вот за это тоже можно. Мама устала, да, у нас сейчас с планеты уходит огромное количество людей. Кто-то через рак уходит, у кого там в какой-то такой фазе затишья было, у нас во многих чатах, где идет наполнение, исцеление, пишут о том, что идет обострение по всем болячкам. То есть кто-то в больнице, я говорю еще раз, по вредным привычкам, по болезням, по хронике. Или вот просто, да, то есть идет мощная чистка планеты. То есть планета, да, она готовится к перерождению. Понимаете, она рождается заново, и мы с вами переходим этап взросления и рождения заново. Рождение для того, чтобы жить в мире, согласии, доверии, с открытым сердцем, заниматься любимым делом, да, то есть делом по сердцу, жить в предельной ясности, и чистоте и честности. Если этого не будет, конечно, очень многие в 3D останутся, но там будет очень тяжко, понимаете? То есть сейчас идет очень мощное расслоение людей, люди со знанием 3D, да, живущие в страхе, в упреках, в зависти, в желчи, в злости, в озлобленности, в угрызении совести, в состоянии вот, ну, то есть пребывающие в треугольнике Карпмана жертва, тиран, спасатель, там же тоже будет очень быстро все реализовываться. Боишься, на тебе вот то, что реализует твой страх. То есть человечество проходит экзамен на взросление. Человечество сейчас проходит процесс трансформации, каждый на своем уровне. И кому-то приходится вычищать вот прям авгиевы конюшни, а кто-то уже проходит и понимает, что ну, капитальный ремонт сделан, и можно прям ну, уже мебель расставлять. Да? То есть в моем пространстве настолько светло, чисто, что я просто уже... То есть не для всех сейчас тяжело на самом деле. Скачки, да, у всех. Скачки настроения у всех. Но те, кто были максимально готовы, занимался собой последние там, год, 3, 5, 10 лет, то для тех сейчас все ну, на лайте, комфортно, и уже первые ну, призы, подарки и сюрпризы. То есть вот те, кто в состоянии синхронности с пространством, да, те пожинают вот новые плоды, когда от мысли, что я вот это хочу, а мне это предлагают, и нужные люди приходят, и события выстраиваются в такую череду вот приятных возможностей, это те, кто уже усиленно проработал, да, и вот эта вот возможность жить на тех вибрациях, которые на самом деле на Земле уже очень активно действуют. Они получают призы, подарки, внимание, повышение, там, я не знаю, что-то, какие-то вот такие трансформации приятные, да, сознания. Поэтому все, что уходит, отпускайте с благодарностью. Потому что на место того, что ушло, приходит возможность для повышения ваших вибраций и перехода на новый уровень сознания. И я перестаю бояться нового. Да, добрый вечер. Я перестаю бояться всего того, что уже устремилось в мою жизнь. Это точно к лучшему, это точно мне во благо, и я точно с этим справлюсь. Из любви к нам сейчас вот устремляется вся та энергия, которая приходит на планету. Понимаете? Жить с открытым сердцем. И для того, чтобы открыть сердце, это вот как раз все практики на прощение, все практики на отпускание, все практики на освобождение, все практики на открытие сердца, сердечные медитации, все практики на внутреннего ребенка и максимальное внимание себе. Мы закончили твой путь, и девчонки говорят: Люд, ты такая уставшая, тебя хочется на сутки в спа засунуть.
Тоже дарят денег. Мы сегодня с сыном провели вот просто в аквацентре какое-то количество времени. Ну почему? Но если у меня нет ресурсов, я что вам буду давать? Ну вот просто, что я вам могу дать? Ничего. Поэтому я ничего не пишу в соцсетях. Я лучше вот сейчас час проведу, да, и дам максимум с того, что я могу с точки зрения знаний, ответов на вопросы. У меня постоянная деятельность на 2 проектах. Прямо сейчас мы готовим еще серию мероприятий здесь, в городе Красноярске, но там уже группы заполнены, поэтому я их не рекламирую. Одно место есть на денежную игру 21 декабря, одно место осталось, поэтому если хотите, добро пожаловать. Вот. Хо'о'нопоно, соглашусь, идеальная практика. Прости меня, я благодарю тебя. То, что ты говоришь или делаешь, значит, мне это точно нужно прямо сейчас. Я люблю тебя. Да, ну то есть там разное, то есть я для себя вывела другую немножко формулу. Вот когда негатив какой-то поступает, да, раз со мной это происходит, значит, это точно мне сейчас нужно. Я тебя благодарю. Я принимаю тебя и признаю этот опыт. Зачем он мне нужен, я осознаю чуть позже. Я выбираю смотреть на тебя с любовью. Но это немножко другие слова. То есть, но смысл в том, чтобы принять, поблагодарить, дать себе время и возможность на то, чтобы это осознать, распаковать, да, и разрешая себе увидеть, чему меня учит этот опыт. И дальше я выбираю иначе, я выбираю смотреть на тебя с любовью. То есть, конечно, вокруг нас тоже очень много раздражения. Понимаете, у нас поднимаются свои страхи, у наших близких поднимаются их страхи, у наших родителей поднимаются третьи страхи, там, да. Я не знаю, вот чем продиктовано, но я наконец-то начала заниматься, вот навела порядок в своих финансах и наконец-то застраховалась просто. Себя и сына застраховала. То есть 3 аварии прошли мимо, а сейчас такая думаю, а почему я этого не делаю? Почему вот есть такая классная система? То есть, ну, у меня была накопительная система страхования, она мне не понравилась, из нее вышла, вошла в другую систему, вот прям в гарантированную. Может быть, я это сделала из страха? Может быть. Но мне от этого спокойнее? Да. Это практично? Да. Я позаботилась о себе. То есть я выбираю делать то, что мне помогает заботиться о себе и моих близких и родных. И одновременно проживать вот каждую секунду в моменте. Нет ресурса, легла, отдохнула, выспалась, отменила что-то, разрешила себе быть плохой, куда-то не поехала, с кем-то не встретилась, предупредила, не ответила там или еще что-то сделала, но предупредила, с уважением к времени других людей. Быть уместной, быть своевременной и в то же время предупреждать об изменении планов. Ну, то есть это как-то... Ну, потому что если я надорвусь, и что? Да, от этого кому будет хорошо и зачем? И сейчас время для того, чтобы делать. Не думать, не говорить, что я все знаю, а просто делать. Если вы занимаетесь какими-то духовными практиками, самое идеальное время и самый идеальный момент. Славянские практики, телесные, очень мощно выравнивают состояние. Те, кто знают, я давала эти инструменты, записывала специально. Да? Дыхательные практики очень классно выравнивают состояние. Практики благодарности максимально помогают выровнять состояние и наблюдать, проживать ту красоту, которая сейчас происходит в пространстве. Мы живем с вами в волшебное время, в чудесное время. Вот я разрешаю себе на все происходящее посмотреть глазами любви и принятия. И на ту магию, которая происходит с нами прямо сейчас. Вот разрешите себе заметить эту магию. Через те события, которые у вас выстраиваются. Просто в конце дня анализируйте, как выстроились события, какие мысли у вас были накануне, которые привели к тому, что происходит прямо сейчас. Поставьте, пожалуйста, плюсики или дайте какую-то реакцию, кто этим занимается и кто вот прям, ну да, оно так и есть. Кто успел это отследить, кому отзывается. Ну и давайте я немножко расскажу про то, что нужно будет сделать в ближайшее время, в оставшиеся 12 дней. Порядки наводить – да, освобождать пространство – да, планировать до 23 числа ничего не рекомендую, планы начинать выстраивать нужно после 23 числа, а в идеале после 25-го, даже 25-го супер день просто. Вот начиная с 23-го, да, там растущая луна у нас включается, да,
но там день не самый лучший. Вот 24-го классный день, 25-го хороший день. А дальше 29-го очень мощный день. То есть, если вы хотите какие-то новые начинания, да, то вот эти вот дни, они прям... ну вы отвечаете мне, да, плюсики, что отзывается отслеживание. Ага, спасибо большое. Вот. 21-го, 22-го супер денежный день. Вот все финансовые операции, любые планы по деньгам и все, что вы... Да, добрый вечер. Все, что у вас связано с деньгами, там, да, вот на 22 число переносим. Самый мощный денежный день. Вот там прям просто нужно будет что-то вот делать. Вот я не знаю, какие у вас будут там, да. И вот это прям очень важно. 21-го день... Вот сейчас самые-самые темные дни, самые-самые такие вот глухие дни, да, и сейчас время затишья, время замереть. Вот я выхожу в эфир, сегодня не самый лучший день, да, но для того, чтобы вас предупредить. Ну, кстати, Николай Угодник у нас сегодня, да, можно помолиться, можно попросить, поблагодарить. Вот. Мы сегодня компанией сходили в церковь, это вообще идеальный вариант был. То есть очень много народу сегодня. День молитвы, день благодарности, день уединения и каких-то осознаний. Вот побыть в тишине вот со своим сердцем, да, просто у себя внутри. Побыть, поосознавать, попроживать. Вот это как раз до 21 числа. 21 мы открываемся. Мы начинаем, вот знаете, с такой радостью, надеждой, какой-то легкостью, бодростью, с какой-то благодарностью за то, как оно у нас сложится, смотреть в будущее. Вот для того, чтобы будущее складывалось так, как вы хотите, начните из сегодняшнего дня смотреть туда, вот эти вот, знаете, вот практики, да, мой самый лучший день. Заводим самый крутой ежедневник, да, успеха, и мой самый лучший день. И прям прописываем, 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 прописываем. Вот сейчас это нужно делать. И начиная с 21 декабря и вплоть до конца января, январь вообще наимощнейший месяц, да, когда мы закладываем планы, через состояние прописывать каждый день ту жизнь, которую вы хотите. Вот прям целенаправленно выстраивать планы там конкретные, да, что вот прям, которые пойдут в дела, нужно начиная с 23 числа. А с 21 вот это вот состояние мечты и состояние ребенка включаем, да, вот когда я верю в чудеса. А если чудеса в моей жизни есть, то как бы я хотела? И представьте, что это такое вот состояние сказки внутри. Вот разрешите сейчас себе эту сказку. Разрешите сейчас себе это чудо. А вдруг я верю в чудо? Тогда это как? Разрешите себе чудо вместо страха, напряжения там, или еще чего-то. Да? То есть вот я в страхе и в напряжении поделала что-то физически и пошла, вот пописала в ежедневник за что-то благодарность, за какое-то осознание. Или вот прям целенаправленно меняем свое состояние. У меня работает, я надеюсь, что и вам поможет. Просто это идеальное время, кстати, с новой Луны, да, и вот с того времени, которое у нас наступает сейчас, сознание 4-5D, кто на каком уровне в зависимости, когда новые привычки пора внедрять. Не просто об этом говорить. Напиши сказку, дорогая моя. Прям напиши сказку о своей жизни. И в чем фишка сказки, да, в чем ее прелесть? То, что мы в сказки не верим, а они у нас реализовываются. Вот просто надо же. Так оно же у меня произошло. И я сейчас собираю истории для своего трансформационного спектакля. Хотела до Нового года его сделать, но не знаю, успею или нет. И у меня такое количество вот волшебных историй вот скопилось за мою жизнь, да, мне Настя Гуртовая прям помогает, она говорит: Люта, какая самая волшебная была? Вот к чему мы идем? Я вам сейчас завесу приоткрываю, что называется. То есть у меня новая мечта, то есть я перехожу на какой-то новый уровень деятельность, если так можно выразиться. Я мечтаю, ну вот, поставить трансформационный спектакль. Я мечтаю, чтобы в нем были актеры вы, да, те, кто, то есть не через глубинную тяжелую терапию, а через творчество, через радость, через легкость, через какую-то игру все это проживать и потом выдавать на сцене. Ну, короче, вот прям вот эта идея, она у меня уже не 1 год, но сейчас я уже подхожу к реализации. Вчера буквально, кстати, ну вот те, кто ждал карты, я могу сказать, что на встрече с Натальей Ценко и Олегом Ровда
утвердили карты, и в ближайшее время мы выпускаем карты с ликами ангелов мира. И сейчас, то есть вот про события, да, мы с 21 числа мы запускаем ангельский марафон, благотворительный марафон, когда каждый может вместе со мной с подсказками рисовать своих ангелов. Вот, поэтому кому интересно попасть на ангельский марафон, идея не моя. Супер про спектакль. Ну да, приезжай, дорогая. Вот, в общем, Юлия Иванова, да, для того, чтобы выздороветь, 365 ангелов нарисовала. Каждый день рисовала по ангелу. Мы решили, что, ну, как кто готов, может рисовать ангела каждый день. А к ангелу будет задание написать какую-то благодарность, или я буду давать инструменты и подсказки, чтобы получить послание. Те, кто у меня был на благотворительных мастер-классах, те знают, что, то есть мы рисуем ангела, а потом я задаю вопрос, то есть в такой коучинговой немножко истории, да, люди для себя открывают что-то невероятное, получая подсказки от ангелов. Вот, в общем, а здесь это будет в рамках бесплатного марафона с 21 декабря. Нет, конечно, если вы хотите помочь международному проекту «Ангелы мира», это будет, конечно, круто. Вот. И если вы хотите на мастер-класс, вот, то без проблем, да, можно его организовать, я с радостью проведу. В январе, кстати, я планирую этот мастер-класс благотворительный проводить. Да, пожалуйста, Дашенька. В январе он будет в Новосибирске. Там в ДК Академии проходит сейчас очередная выставка «Ангелов мира». То есть, возможно, будет в марте в Зеленогорске, где сейчас тоже проходит выставка «Ангелов мира». Поэтому запускайте что-то свое сейчас. Сейчас время идеальное для того, чтобы все ваши проекты, мечты, то, что идет из сердца, находило возможность для вашей реализации. А вы чего хотите? Вот прям посмотреть по-честному, от чего я хочу отказаться. Блин, уволили, да и слава богу, значит, пришло время мне посмотреть в то, от чего я хочу. Сейчас колоссальное количество запросов на тему, я вообще не знаю, кто я, где, чем мне заниматься, да, и вот тема предназначения, она, конечно, мы с Пашей занимаемся уже, 7 лет очень плотно, да, я вот этим занимаюсь больше 10 лет, как имиджмейкер, больше 15 лет, что я уж говорю-то, да, то есть потому что приходит, по сути, мне нужно создать образ, а для чего? А последнее время вот эти вот глубинные трансформации про дело жизни, про реализацию своих даров и талантов, про то, а для чего же душа-то пришла? Понимаете? И вот наступает вот это самое волшебное время. Деньги в жизнь будут приходить по то, что вы реализовываете из своего сердца. Вот чем вы дышите, чем вы живете, что вы готовы делать даже бесплатно, оно будет окупаться. Пространство будет вас поддерживать. Поэтому смело и уверенно идем в то, а чего же я хочу в этой жизни. Я точно знаю, что у меня получится. Я начинаю верить в себя прямо сейчас. Все, что этому мешает, рассоздать, отменить, уничтожить. Кому нужна практика разрешающая? Она у меня есть, кто еще с ней не знаком, напишите мне в личку. Разрешающая практика, практика прощения, принятия, то есть вот на то, чтобы соединиться с собой. Что у нас еще? Новый год для эгоистов. Что это значит? Вот Новый год нужно встретить так, как вам прям хочется. Не для друзей, не для знакомых, не для какой-то... Я думаю, почему в этом году впервые никуда не едем, понимаете? Я говорю, Паш, вот если нас куда-то пригласят, я буду счастлива. Вот я не была в Ергаках, я не была на Бали, я готова даже в Новый год там на Черное море полететь. Ну, не знаю, случится чудо, куда-нибудь свалим. Нет, будем в Красноярске. Вот, поедем смотреть фейерверки или кататься на горке, если погода. Короче, вот не знаю, как мы будем встречать Новый год, но я точно не хочу ничего делать. И так получается, декабря есть какое-то количество корпоративов, куда вот я хотела, чтобы меня пригласили, и меня пригласили. Или в качестве эксперта, или в качестве гостя, или в качестве просто приятной компании. Такая, классно. Вот прям благодарю всех этих замечательных людей. Ну, знаете как, когда 20 лет занимаешься организацией, да, и в Новый год особенно, но мне прям этого хотелось. Что-то как-то устала вот я в этом году. Ну, вот устала, и я хочу... А пусть кто-то другой организовывает. И вот эта вот история без напряжения, она важна для многих. По статистике среди моих коллег очень плохо собираются мероприятия, там, где есть напряжение, там, где есть вот это вот надсада, там, где да, ребята, да тут будет круто, да, вот через доказательства. А не работает.
а вообще не работает. А тут мы вот задумали нашу вечеринку, а давайте кайфанем, а давайте. Ну, кто придет, тот придет, для себя делаем. И я, прорекламировав ее один-единственный раз, на сегодняшний день там уже порядка 20 человек. Как вообще? Просто как? Мы решили просто кайфануть. И вот со спектаклем у меня будет та же история. Я делаю его для себя, я хочу кайфануть, мне есть что рассказать, мне есть какими чудесами с вами поделиться. А последний твой путь мы точно так же с Пашей. Ну, будет, люди будут. И люди приехали из разных городов. Такие раз, и вот сами насобирались. То есть мы убираем напряжение из жизни, убираем напряжение из ума. Бережно, мягко, с удовольствием и наслаждением разрешаем себе делать то, о чем вы давно мечтали. А мечты прописываем каждый день в свой самый красивый ежедневник. Мужчины любят в виде заметок в телефон, там, да, или наговариваем своим голосом куда-то. Вот создали свой канал, там, да, как мне подсказали, у нас проект под названием «Жизнь» есть такой, да, вот можно отдельно свой канал и туда вот прям себе что-то наговаривать. Там. Ну, у меня есть такие моменты избранные в Telegram, в WhatsApp, везде у меня есть раздел избранные, где всякие разные такие штуки для себя, пометки там, да, собираю, вот, очень полезно. Ну и, кстати, почистить соцсети сейчас тоже очень-очень будет актуально. Компьютеры, телефоны, ноутбуки, там, да, все носители, короче, прям навести в них порядок, освободить место для ваших гениальных идей. Ну что, дорогие мои, я рассказала вам про конец декабря и даже про встречу Нового года. И вот с мечтами, с красивыми целями, планами, страхи вот пришли, тут же отметаем, да, и смело, уверенно смотрим в будущее, занимаемся текущим моментом, без оглядки на прошлое. Все, хватит. Двери в прошлое закрыты. Сейчас даже все трансформационные истории, они будут идти не так, как раньше, да, то есть тот вид терапии, который был там много лет актуален, сейчас уже тоже я понимаю, что для людей не актуален. Люди не хотят вот эти проработки, то есть сейчас видение прошлых жизней для многих открылось настолько, что даже неинтересно ходить в регресс и бесконечно копаться в этих прошлых жизнях. На программу посмотрели, убрали, все, стоп, хватит в этом копаться, хватит, есть здесь сейчас. Нет оценки, осуждения, сравнения, карма не накапливается. Мы перестаем ее накапливать. Безоценочно, без сравнений, без осуждения. Проживаем жизнь, как она идет. Ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы про вас, любимых, про ваше состояние, про то, что беспокоит. Вот, у нас остается какое-то количество времени до конца эфира. То, что я хотела, я рассказала. Вот. Еще расскажу, что в ближайшее время у нас будет 21 числа территория денег. Потом у нас будет, все прям по датам, 20 числа, буквально завтра, в Юшине встреча, там будет, вот кому интересно, спросите, в личку расскажу, Екатерина Черных организует вечер креативных идей. 23 числа у нас будет большой нетворкинг, тоже кому интересно, это особенно те, кто в клубе состоятельных женщин, я рада, те, кто в клубе бизнес-леди, или вообще те, кто хочет со мной познакомиться, или там просто на большую тусовку попасть. 23-го днем будет большой городской нетворкинг. Ну, 29-го пижамная вечеринка, там, по-моему, мест не осталось. Если вы хотите еще какие-то подвижности, какие-то вот для себя события, что-то еще хотите, можете предложить. Мы в центре организуем, вообще не вопрос. То есть еще время есть, возможность есть. Кто хочет встретиться у нас в центре на Копылова, 17, кто хочет попасть на консультацию, да без проблем. То есть если не можете справиться самостоятельно, приходите. Вот. Центр работает в прежнем режиме. И Павел работает, и я работаю. Вот. В январе я планирую, я уезжаю в Новосибирск, 5-6 мы «Голос души» поставили. Это как раз мощнейший тренинг, когда вот возможность заявить о себе. Вот прям прожить глубинно свою трансформацию через телесные голосовые практики. Марина помогает написать песню души. Это наимощнейшая штука, кто у нас был на фестивале.
Вот. Но это для тех, кто у нас в Новосибирске, я приглашаю на этот тренинг. Это глубоко, это, знаете, уровень продвинутых, но это легко, это по-праздничному, это рождественские каникулы, это будет очень круто. Так, ну все, вопросы поехали. Так, я пока анонсировала. Людочка, что мне нужно оставить в этом году? Страх быть взрослой. Вот окончательно разрешить себе, что взрослой быть это интересно, возможно, безопасно, и я уже с этим справляюсь. Вот представь себе, что твоя взрослая Марина, красивая, уверенная, свободно шагающая, легкая, твою маленькую девочку, которая все хочет, которая восторженными глазами смотрит на эту жизнь, берет за ручку и ведет. Вот, и вот эта парочка никогда, не тогда, когда взрослый говорит, да ты что такая дура, там, да, и начинает гнобить внутреннего ребенка, а когда бережно за ручку, и причем спрашивает, а ты чего хочешь, родная моя, девочка моя, ты чего хочешь? Беги впереди меня и показывай, а я буду реализовывать твои желания. Вот я тебе желаю вот такого согласия, внутреннего и внешнего, понимаешь? И внешняя Марина, она гордится собой взрослой, что она принимает столько решений, что она забрала столько ценностей, что она так кайфует от себя взрослой, что взрослой быть это не тяжело, трудно, плохо и там как-то вот достало меня все, да, а в твоем понимании, в твоей как бы истории взрослой быть это совершенно другая тема. Внутри как будто все треснуло, замечаю внутренний ад, который был всю жизнь, не знаю, что делать, обычные методы не помогают. Лизавета, что ты называешь внутренним адом? То есть, ну, значит, пришло время посмотреть в то, где темно, добавить туда света. Да? Что такое внутренний ад? Ты столкнулась с какой-то болью, ты или столкнулась с какими-то переживаниями, ты или столкнулась с чем-то. Раз ты уже на все это, он был, классно, а сейчас пора просто навести порядок. Ну, во-первых, я бы тебе посоветовала говорить такую фразу для себя, да, я перестаю называть это адом. Я благодарю себя за то, что я увидела правду, за то, что я увидела, как есть. И значит, мне пришло время повзрослеть. Я разрешаю себе на это посмотреть с любовью. Вот подсветить то, что ты называешь адом, своим внутренним взором, но с любовью. И постепенно, частями поразбирать, какие там чувства, какие эмоции, какие состояния хотят прорваться наружу. Проорать, протанцевать, прорисовать и посмотреть, какие программы все это связывают. Нужна помощь? Ну, добро пожаловать или ко мне, или к специалистам, потому что дальше я, пока я до конца не понимаю ситуацию, мне тяжело давать, какие-то рекомендации, да. Я точно знаю, что есть методы, люди и практики, которые мне помогут. Я прошу пространства мне помочь, я выбираю смотреть на это с любовью. Вот эти слова точно для тебя. Прям вслух можешь потом перемотать на 48-ю минуту и прям вслух за мной повторить. Я выбираю смотреть на себя с любовью. Раз это во мне поднялось, я точно с этим справлюсь. И делаешь глубокий вдох-выдох. Но в первую очередь нужно, естественно, выплеснуть все то, что там накопилось. Так, все, что случается, к лучшему, с наступающим Новым годом. Согласна с вами. Очень крутой проект. Да, Марина, вообще, пожалуйста, классно, до слез. Во благо. Подскажите обучение чтению хроника Акаши у вас один день? Да, оно у меня идет один день. Но бывают такие ситуации, вот, например, у меня была одна девушка, она в первый день, все видят, что у нее хроники работают, она сама про себя говорит, нет, у меня ничего не получается, я ничего не чувствую. Я говорю, я на нее смотрю, хроники открыты, читает, да, все получается, да. Но то, что она читает, она не связывала со своими чувствами, а чувства проснулись в следующий раз. То есть я довожу человека до результата. Моя задача, чтобы те каналы, которые есть у человека, они работали. Поэтому мы смотрим в первую очередь на то, что вам мешает слышать, видеть, чувствовать и понимать телесно. Хроники – это не бред мультиков. То есть в работе со мной задача, да, хроники, я не могу научить хроникам, я могу научить вас их читать. И задача то, как вы это чувствуете физически. Вот за этим ко мне. Поэтому достаточно иногда одного дня. И иногда вот эта вот терапия, да, за что Бог наказывает, в чем я виновата, вот это вот чувство вины. То есть хроники – это тогда, когда есть безусловная любовь и принятие себя.
Ну и, соответственно, пространство, потому что мы смотрим глазами любви на тех, кто к нам приходит за советом. Если я себя не люблю, я не могу смотреть глазами любви на других людей. Безусловной любви. Поэтому моя задача заключается как терапевта там, да, или практика в том, чтобы помочь вам освободить вот этот канал, да, все, что блокирует сердце, открыть сердце и смотреть на себя и на людей с любовью. И с абсолютным доверием к тому, что будет происходить с вашим телом. А происходить там будет прям нормально, что можете зайти в группу, почитать отзывы. Вот. Все тело сковывает что-то так, что трудно дышать. Горло, грудь, практики, дыхательное дело отпускает. Но все возвращается так каждый день. Тут нужно прямо, Ален, посмотреть, на какое состояние сковывает и привлекает твое внимание. Понимаешь, какая история? Вот что давит на меня? Вот нарисуй ту штуку, которая тебе не дает дышать. Да, ты продышала, там еще что-то, но вот все тело сковывает, как оно выглядит, про что оно, где я себя сковываю в жизни, да, как это называется. Первое, нарисуй. Второе, дай этому название. Третье, о чем оно просит. Я тебя сковываю, я привлекаю твое внимание для чего? Ну или добро пожаловать, опять же, на консультацию ко мне или еще какому-то специалисту, если сама не можешь справиться. И самое главное, быть скованной в этой жизни я научилась достаточно. Есть очень классная телесная практика, когда ты вот такого прям рвешь себя, орешь, там топаешь ногами, руками, да, это прям телеска. Понимаешь, вот представь, что ты эти там цепи, путы, веревки, там вот все, что тебя сковывает, ты разрываешь, расправляешься. Я выбираю полную свободу, и вот про это прям надо заявить во весь голос, понимаешь? То есть телесно это прям прожить, не просто дыханием, да, ну то есть, ну представь, что ты связана веревкой, ну ты подышал и чё? А тебе веревки надо порвать, то есть это что-то сделать руками, ногами и поблагодарить за то, что ты скованная выживала до сегодняшнего дня. Ну, короче, я тебе всю практику рассказала, если сделаешь, поделись, как у тебя получится, потому что это работает. И помогало не только мне, но и там сотням моих клиентов. Что мне поможет возродиться в творческую, живую, настоящую женщину? Любить и быть любимой. Вера в себя, дорогая моя. А что ты себя похоронила, Феникс ты мой, а? Где она, вот эта творческая? Почему я ее спрятала? Для чего? С какой целью? Почему я так боюсь любить и быть любимой? Ох, там больно-то как. Почему я настолько перестала верить в любовь и вообще в то, что я достойна любви? Как долго ты еще будешь платить за любовь? Короче, я тебе накидала вопросов, попробуй себе на них ответить. А лучше просто ответь. Зачем я себя хороню? Чего я не делаю? Почему я выбираю прятаться? И раздели любовь и боль. И отмени убеждение, что за любовь надо платить. Вот прими решение прямо сейчас, что ты заплатила за свою любовь достаточно. Ну а там глубже, что надо уже прям посмотреть плотно. Подожди, что-то еще. Да не хочу я любить. Ну, короче, ты устала искать ее, понимаешь? То есть вот потеря веры. Где ты ее потеряла? Посмотри фильм «Хижина». Прям посмотри. Знаете, как из разряда чудес в последнее время такая, думаю, надо «Хижину» пересмотреть, надо «Хижину» пересмотреть. Зачем? Не знаю, надо «Хижину» пересмотреть. Иду на кухню, маме помогаю что-то готовить, а у нас там телевизор маленький стоит и 70 каналов. И раз, и фильм «Хижина» начинается такая. Ну, короче, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, да? Но я по телевизору не стала смотреть, пока Паша был в командировке. На компьютере себе прям включила, пересмотрела, поревела, много чего осознала. Короче, дорогая моя, очень рекомендую. И всем, кто потерял веру, кто хочет вернуть свое творческое начало, и кто до сих пор в состоянии судьи для себя и окружающих, очень рекомендую. Да? Пол Янг «Хижина». Хоть фильм, хоть книга. Так. Пожалуйста, Настена, пожалуйста, Алена, пожалуйста. Как научиться любить? Лизавета, у тебя есть дети? Хотя это не вопрос, не факт. Подожди, многие детей любить не умеют. Ты понимаешь, что этому невозможно научиться, это можно вспомнить. Вот любовь — это глагол, во-первых, да, любить — это делать. Это делать для других то, что им приятно. Это делать то, что тебя радует, и ничего не ждать взамен. Вот как мы любим грудных детей, да?
Они писают, какают, плачут, от них, а ты его просто любишь. Понимаешь, ты просто о нем заботишься. Это вот как раз то состояние, когда не надо заслуживать, не надо доказывать, когда нет оценки, сравнения, осуждения, когда я принимаю себя просто потому, что есть. Это и принятие, и забота, и действие, и это потоковое состояние, когда вот я все сердце открываю, забираю тебя. Я разрешаю себе вспомнить, как это любить. Я разрешаю себе вспомнить это состояние. Я разрешаю себе вспомнить все те моменты, когда любовь была в моей жизни. Спроси себя, кто сейчас в моей жизни, в моем окружении меня любит. И тебе точно придут какое-то количество людей на ум, да, и поговори с ними, или пронаблюдай, как они выражают свою любовь к тебе. У любви много оттенков, у любви много вкусов, у любви много проявлений, да, как это можно делать, вот как можно любить. Поэтому этому невозможно научиться, это можно вспомнить, это вот открыть сердце и просто вот я люблю весь мир. Опять же, Елизавета, дорогая моя, посмотри «Хижину». Вот настолько круто там передана любовь. Посмотри «Дневник памяти». И вот проживи, там гениально актеры играют, как они смотрят друг на друга. Вообще вот просто вот не передать, понимаешь? Вот 2 фильма, я про них вспомнила, их тут же по телевизору показали, и вот я сегодня с радостью их вот в эфире упоминаю. «Дневник памяти» и «Хижина». «Август Раш» можно посмотреть. Для меня это фильмы про любовь. А если есть дети, то тут вот вопрос вообще не возникает. Как любить ребенка? Ну как? Просто любить, просто за то, что он есть. Еще вопрос. Рита, привет. Еще вопросы, дорогие мои. Я выбираю смотреть на этот мир с любовью. И оставайся в этом вопросе. А если я люблю этот мир, то это как? А если я люблю себя, то это как? Как может быть еще лучше? Вселенная, покажи. А как я чувствую любовь? И оставайся в вопросе. Убираем все убеждения, убираем все рамки, время вопросов, не ответов, не состояние «все знаю», а состояние, что мы каждый день рождаемся абсолютно новые. Вот реально сейчас не смотрите на близких и на себя из призмы вот даже вот этого дня. Вот я с вами 58 минут, 3 секунды, и мы уже все другие. Абсолютно другие. Мы настолько сейчас, вот знаете, вот я еще раз говорю, да, как змеи, вот сбрасываем шкуру, сбрасываем, мы прям меняемся на глазах. Послушайте, что говорят родные и близкие, послушайте, как разговаривают дети, что происходит. Мы все в процессе глубочайшей трансформации. Поэтому и ни на себя, ни на других нельзя смотреть из прошлого, от слова совсем. И остаемся в вопросе. Если я принимаю себя еще больше, это как? Если я тотально соединяюсь с собой в каждой клеточке своего тела, это как? Если я тотально люблю себя и окружающих, это как? Жить с открытым сердцем и перестать ждать боли, это как? Задавайте свои вопросы. И если я верю в себя, то это как? Как я чувствую физически, что вера вернулась в мою жизнь, в мое тело, в мое пространство? Я верю, как это? Как это? Вот оставайтесь и призывайте вот эти энергии любви, принятия, веры, благодарности. Через вопросы тело начнет создавать все условия, и мозг начнет работать иначе. Кому отзывается, как-то вот дайте о себе знать. Кто практикует, ребят, я думаю, что здесь очень много практиков, прям отсигнальте, насколько это вам знакомо, насколько вам отзывается то, что я говорю. Если непонятно, пишите вопросы в личку, не стесняйтесь. Если отзывается, пишите в комментариях на наших каналах. Что, все, что ли? Вопросов больше не будет? Эфир заканчиваем. Тем, кому я сказала сделать практику, запомните, пожалуйста, по времени, во сколько это было в эфире, и выпишите себя. Да, люблю весь мир. Ксюш, привет. Я открываю свое сердце. Я живу из состояния благодарности.
Мне всегда есть чему удивляться, чем наслаждаться. Я возвращаю свое творческое начало. Как чувствовать баланс, давать или брать? Сейчас, Алин, гляну. Подожди. Привет, во-первых. Ну вот смотри, если ты слишком много дала, то состояние некой обиды, угнетенности, это прям про тебя я говорю, да? И ощущение, что я себя обделила, усталости, изможденности, такой вялости, какой-то такой вот, вроде все сделала, вроде все хорошо, а оно как-то не радует, знаешь, такая внутренняя тоска. Понимаешь, да? То есть это вот когда я дала слишком много, когда я взяла слишком много, чувство неловкости, чувство вины, но это опять же бывает из того, что я еще и не научилась брать достаточно в этой жизни, да, и мне дают столько, сколько мне положено, а я просто еще не научилась вот этот объем, да, принимать, который мне мир хочет дать. То есть здесь себе нужно просто разрешать. Ну и опять же возьми из Аксис вопроса, да, я разрешаю себе быть в балансе, давать и брать, и я расширяю и возможность и давать, и брать, и без ущерба для себя, с пользой, комфортно, безопасно, естественно, во имя моего и всеобщего блага. Я вот, ну, вот в такой вот растяжке останься. Я разрешаю себе принимать и давать, естественно, комфортно и безопасно. Я разрешаю себе это делать с удовольствием, безоценочно. Я принимаю из разных источников. Я перестаю заслуживать. Я перестаю себя чувствовать виноватой, если мне хотят дать больше. Вот это вот у меня второй раз вот эта мысль в голове, как-то маякни, отзывается на тебе или нет. Ну, то есть, что если мне дают больше, и я разрешаю себе осознать, что духовность и деньги очень даже совместимы. Богатство от слова «Бог». Повыписывай еще все убеждения на тему брать деньги за духовные практики или за какой-то такой труд, ну, не материальный, да, не бухгалтерию, а что-то другое. Вот прям еще в эту сторону посмотри. Что-то еще есть? Нет, все. Ну, то есть что пришло, я тебе ответила. Надеюсь, что оно тебе было полезным. Леня, а вот знакомый это про что? Когда задала вопрос, Инесс заглючил. Как интересно, да? Как я не хочу это смотреть. Ну, прям пересмотри, конечно. Там какая-то 40 какая-то минута была. Конечно. Да, как у нас пространство работает. Саботаж, дорогая моя. Там все было про веру в себя. Прям пересмотри. Там к тебе было очень много вопросов, и дальше рекомендация, что с этим делать. Поэтому, ну, да. Вот прям замечайте вот эти моменты, да, зачем я своими руками создаю все то, что мне, чтобы не двигаться вперед. Вот если нет никого, кто бы отвечал за все то, что со мной происходит, если только я создаю все, что есть вот в этом моменте, то как долго я буду создавать себе препятствия, как долго я буду создавать себе безденежье там, как вот. Ты не все пропустила, посмотришь в записи. У нас шикарнейшая запись будет на Ютубе, если здесь ВКонтакте что-то не так. Почему-то у всех городов России все хорошо, у тех, кто живет в Красноярске, какие-то проблемы со связью. У нас здесь вот точно аномальная зона. Не знаю, вот я говорю, ну я спросила, ну какие-то есть проблемы со связью, там, с голосом, там, с интернетом или еще что-то. У нас, ну да, ветер сегодня сильный, видимо, как-то. Вот проблемы только у Красноярска, причем у разных точек. Еще вопросы есть, дорогие мои? Ничего ты не пропустила, посмотришь записи, и все будет хорошо. Понимаете, каждый из нас видит ровно столько, сколько готов взять, увидеть, понять, почувствовать. Мы всегда появляемся вовремя. Вот даже у нас такси с сыном задержалось, мы все равно приехали вовремя. Во-первых, ребенок посмотрел спектакль, во-вторых, все равно пришлось ждать, пока наступит тишина и съемку перенести. Ну вот хоть как, да, то есть вот, ну, там обстоятельства сложились так, что вот мы вышли, таксист уехал. Но это для нас урок, конечно, был, мы вот его по этапам разобрали, но это для тех, кто только присоединился, я говорю про то, что я рассказывала в начале эфира. Итак,
Час уже прошел. Если вы еще хотите позадавать вопросы, задавайте, давайте подведем итоги. Первое. Очень внимательно рекомендую посмотреть на все события уходящего года глазами принятия и благодарности, повыписывать события. И все, что причиняло боль, рассмотреть более внимательно, какая за этим есть ценность, выписать эту боль, прям назвать ее. С Ютуба с большой задержкой идут сообщения. Ну да, Паша их мне пересылает, потому что вот он получает и сюда пересылает. Я читаю их ВКонтакте. Второе. После того, как подвели итоги года, занимаемся чисткой своего пространства. Хоть в шкафах, хоть в интернете, хоть в друзьях, хоть где. От вещей, от мыслей, от людей, от информации, вот отовсюду. И дальше, начиная с 23 декабря, закладываем ежедневно то, чего вы хотите, через записки. Наступает мой самый лучший день, наступает мой самый лучший год. И самое главное, мы не просто мысли фиксируем, мы фиксируем то состояние, в котором вы хотели бы проживать свое будущее. То есть вы сейчас закладываете и свое финансовое будущее, и психоэмоциональное состояние, и физическое состояние. И если вы хотите это подкрепить как-то в пространстве, классно, если после таких практик еще будут какие-то физические упражнения. Пописали, потанцевали, попели, подышали, подвигались, поджимались, короче, кому что близко, погуляли по улице. И всю эту энергию направляете на реализацию своих целей и планов. Сейчас мы становимся творцами Вселенной. И я перестаю отменять себе Творца. Планета проходит этап перерождения и взросления. Уборка, да, классно, у меня тоже была уборка. И отдых тоже был. Понимаете? И я разрешаю себе быть в полной готовности. Разворачиваем голову из прошлого в будущее. И разрешаем себе смотреть в это будущее легко, расслабленно, уверенно, опираясь на жизнь и с верой в Бога и в себя. И ключевая мысль: Вселенная точно меня любит, и она мне точно помогает. Все, что этому мешает, рассоздать, отменить, уничтожить. Я выбираю смотреть на себя глазами безусловной любви. А как это? А как это? И остаемся в вопросе. Ну, вот так за 3 минуты я подвела итоги целого часа этого вебинара. Самое главное, дорогие мои, бережно и к себе, и к окружающим. То, что вас переполняет, это ваши чувства. И спасибо окружающим за то, что они помогают вам в это посмотреть. Понимаете? Они помогают посмотреть, но это ваши чувства, они к ним не имеют никакого отношения. Копить эти чувства или нет, сейчас у нас появляется выбор и ответственность. Это называется осознанностью. Я выбираю, злиться мне или не злиться. Я выбираю мне видеть ту боль, которая скрыта в человеке, или не смотреть в нее. Я что выбираю? Какой наряд, из какого настроения вы будете надевать на себя каждый день? Ну и если есть вопросы, вы знаете, где нас найти. Угу. Куда написать, куда прийти. Вот. Если для вас была какая-то польза, ну, можете тоже как-то финансово отблагодарить. Мы принимаем. Люблю твои эфиры, на душе становится тепло, спокойно, что все хорошо. Да, безусловно. И оно и есть все хорошо. Оно просто есть. Ну, спасибо, дорогая. Благодарю за обратную связь. Вот девчонки мне подарили отдых. Ну, не девчонки, Мира мне подарила отдых. Нам, получается, в СПА. Я наполнилась энергией там и принесла ее сюда и подарила вам. И сейчас, если кому-то на сердце стало теплее, на лице появилась улыбка, вы ее уже понесете в свои семьи, правильно? И это даст тепло вашим родным, близким и детям. Поэтому, вкладывая в себя, мы помогаем всему миру. Эта улыбка пошла дальше. Поэтому начинайте с себя. Отдых, внимание, забота, новые наряды к Новому году. Я не знаю, что, какие-то вот мелочи, которые вас радуют, обстановка, которая вас будет радовать.
время чудес. Вот реально время чудес. Но чудеса мы создаем своими руками. Поэтому я пробуждаю в себе Творца, и я разрешаю себе быть той, которая создает чудеса в этой жизни. И создает и принимает чудеса, и с любовью и благодарностью, с глазами восхищенного ребенка. В каждый момент времени. Для меня это возможно и безопасно. Так есть и так будет. Во благо, во благо. Угу. И за цветочки спасибо, и за улыбки спасибо, и за сердечки спасибо. И мужу спасибо за эту трансляцию. Вот. Мы впервые начали вовремя, потому что это... Ну вот, Ален, видишь, уже хорошо. Сделай практику, и я жду обратную связь. Хорошо? Все, кто задали вопросы, пожалуйста, сделайте практики. И я буду очень благодарна, если мне в личку напишите, что получилось, а что нет. Иначе какой смысл было задавать вопрос? Хорошо? Ну хотя бы воспользуйтесь этими советами, пожалуйста. Можно заплатить, вообще не вопрос. Ну, то есть кто-то эти советы получает за очень большие деньги, поэтому, если хотите гарантированно сделать, можете заплатить большие деньги. Ну, или хотя бы обратную связь дайте, после того, как у вас все обязательно получится и станет легче. Вот, прямо от всей души желаю освободиться от всех гнетущих состояний. Угу, во благо. Ну что, дорогие мои, все. Обнимаю. Вот я вижу здесь тех, кто у нас в клубе появляется редко. Кому нужна больше поддержка, добро пожаловать в клуб. Или там хотя бы появляйтесь чаще, там тоже очень много поддержки девчонки получают. Угу. Все, я прочитала, да, благодарю. Ну все, родные мои, обнимаю, до новых встреч. Как всегда, с анонсами. Возможно, на следующей неделе. Пока-пока.